В этом ролике посмотрите, какая красавица. Но как и все красавицы, она приносит много проблем. Как не пустить мышей в дом, как избавиться от этих беспокойных и опасных соседей. Что надо не забыть сделать при строительстве и модернизации жилых строений. Вот сейчас и расскажу. Это первый ролик из серии «Дикая природа». И друг, и враг. Поехали. Gentlemen, subscribe to the channel. Все прекрасно знают, чем опасны мыши. Кому же нравится, когда рядом с вами, в одном доме, в вашем доме, селится назойливый сосед, без спроса ест ваши продукты, шуршит и пищит по ночам, не давая спать, везде оставляет после себя плохо пахнущие отходы. Серые мыши имеют уникальные навыки выживания. Привыкают к яду. Не боятся морозов. Едят все, что попало. Могут пролезть в совсем крохотные щели, как будто у них совсем нет костей. Как крот роют длинные и глубокие норы. Как альпинисты лезут вверх по стенам. И надо хорошо потрудиться, чтобы избавиться от этих назойливых гостей. Начнем с фундамента. Чаще всего фундаменты возводят на подушки из песка или ПГС, песчано-гравийной смеси. Если у вас монолитная плита, то со стороны грунта вы защищены, останется только защитить место ввода в дом различных коммуникаций. Если у вас, к примеру, ленточный фундамент, то уложите поверх песчаной подушки дополнительно тонкий слой щебенки, 5-10 см. Это дополнительно перекроет дорогу в дом через грунт более крупным живым созданиям, таким как крот, земляные крысы. Если у вас фундамент на сваях, то не надейтесь, что мыши не смогут забраться на высоту 20-30 см, для них это плевое дело. Ваш утеплитель между лагами пола под угрозой. При строительстве или модернизации жилых построек придерживайтесь метода, применяемого при проектировании подводных лодок. Все полости постройки должны быть надежно изолированы друг от друга. Если мыши проникли, например, в полость между двумя лагами пола, то у них не должно быть пути проникновения в соседнюю полость. Тогда нанесенный ими вред будет минимальным. Для механической защиты строений от мышей применяются 3 материала. Это оцинкованный стальной лист, оцинкованная стальная сетка и сетка из нержавеющей стали. При возможности надо отказаться от оцинкованной сетки, применяйте только сетку из нержавеющей стали. Но эта сетка дорогая, не все готовы тратиться на нее. Теперь о защите при свайном или столбчатом фундаментах. Если вы закрыли нижнюю плоскость пола деревянными досками, то придется делать защиту оцинкованным стальным листом, так как дерево со временем рассыхается и появляются щели. При использовании влагозащищенной фанеры такой проблемы нет, надо только не допускать зазоров между листами, лучше накрыть их полоской оцинкованного листа. В моей практике модернизации помещений было 2 разных случая исполнения нижней плоскости пола. В первом случае плоскость отсутствовала. Тогда надо просто заготовить прямоугольный лист оцинкованного железа, согнуть из него коробку с высотой бортика около 5-10 см, и чтобы линейные размеры коробки соответствовали размеру проема между лагами пола. Ну и с помощью шуруповерта, саморезов закрепите коробку между лагами. Во втором случае нижняя плоскость пола была подшита досками. Ну и решение в этом случае было аналогичным.
Теперь о стенах. Если стены из кирпича, пенобетона, газобетона, то, понятное дело, проблем не будет. Если дом каркасный или щитовой, то ваша задача сделать секции стен абсолютно закрытыми, без малейшей щелочки или дырочки. Это нетрудно для аккуратного строителя. Все стыки закрывайте оцинковкой. При модернизации жилых построек их частенько дополнительно утепляют, укладывая слой утеплителя с внешней стороны стен. На фотографиях показано, как с помощью оцинкованной металлической сетки закрываются дефекты секций для утеплителя. Щели между досками подшивки закрываются тонкими полосками оцинкованного листа, крепятся с помощью саморезов. Теперь более подробно расскажу, как выполняется защита потолочных секций дома. В этом случае решение оказалось более простым. Оцинкованным железом закрываются торцы секций. На фото это хорошо видно. В видеоролике показано, как выглядит защита торца со стороны секции. Если верхняя плоскость потолочных секций подшита досками, то придется закрывать щели между ними оцинковкой. В видеоролике показано, как все это делается. Теперь о вентилируемых фасадах. Покажу на примере отделки сайдингом, как надо делать продыхи. А продыхи надо делать обязательно. Но это, понятное дело, прямой путь для мышей на крышу, на любимое место зимовки. Осенью мыши волнами идут на приступ домов, карабкаясь на крышу по вертикальным стенам. Ну, скользкий сайдинг им не одолеть, а вот пространство под сайдингом надо защищать. На фотографиях хорошо видно, как защищены продыхи с помощью сетки из нержавеющей стали. Оцинкованную сетку применять нежелательно, так как в условиях повышенной влажности она может через несколько лет разрушиться. Открытой и комфортной дорогой на крышу для мышей является внутренняя поверхность угловых элементов сайдинга.
На видео показано, как снизу защищаются вертикальные проемы у дверей. Из оцинкованного листа вырезаются пластины соответствующего размера и прикручиваются снизу угла с помощью саморезов. Аналогично защищаются угловые элементы сайдинга. Если хотите быть уверенными до конца, то возьмите отрезок оцинкованной сетки приличных размеров, скомкайте его хаотично и засуньте этот колючий комок снизу в угловой элемент сайдинга. Закройте торец угла плоской пластины отрезком доски или фанеры и дайте струю монтажной пены из баллона в полость элемента снизу, где лежит этот комок сетки, и дождитесь застывания пены. Через эту защиту мыши уж точно не проберутся. Если вы делаете пристройку к своему дому, то чаще всего она будет на отдельном фундаменте. Вряд ли вы могли много лет назад предугадать это событие и сделали фундамент с запасом. Простыми решениями два разных фундамента не объединить, они будут жить каждый своей жизнью. В моем случае это был столбчатый фундамент и монолитная плита с цоколем. На фотографиях и видео показано, как сделана защита от мышей пространства между домом и пристройкой. Для этого применяются сетки, оцинкованные и нержавеющие. Теперь немного о других методах защиты. Чаще всего это различные отравы. Многие не применяют отравы, боясь запаха, который может появиться из-за разложения дохлых мышей. Эта проблема давно решена. Современные яды обессушивают отравленных мышей. Их трупики мумифицируются и запаха практически нет. Также хорошо себя зарекомендовал специальный клей для поимки мышей. Очень эффективное средство. Рекомендую разместить в разных местах дома несколько контрольных точек, которые состоят из блюдечка с ядом и дощечки с мышиным клеем. Тогда вы будете точно знать, смогли ли мыши преодолеть вашу защиту и где слабые места этой защиты. Желаю вам успехов в борьбе с грызунами, но пасаран!